философия информации. Философия информации – это раздел философии, который изучает темы, имеющие отношение к обработке информации, репрезентативной системе и сознанию, когнитивной науке, информатике, информационной науке, информационным технологиям. Философия информации включает в себя: первое – критическое исследование концептуальной природы информации, основных принципов информации, включая ее динамику, использование и научные аспекты. Второе – разработку и применение теоретико-информационных вычислительных методологий к философским проблемам. Философия информации возникла из философии искусственного интеллекта, логической теории информации, кибернетики, социальной теории, этики, изучения языка и информации. Логическая теория информации или логика информации рассматривает информационное содержание логических знаков и выражений в соответствии с принципами, первоначально разработанными Чарльзом Сандерсом Пирсом. Понятие информации служит для интеграции аспектов знаков и выражений, которые отдельно охватываются с одной стороны понятиями денотации и экстенсионала, а с другой стороны понятиями коннотации и понимания. Поясню такие термины, как денотация, экстенсионал, коннотация. Денотация – это прямое явное значение языковой единицы слова, лексическое значение слова. Экстенсионал – это термин семантики, обозначающий объем понятия, то есть множество объектов, способных именоваться данной языковой единицей категории. Коннотация – сопутствующее значение языковой единицы. Источники философии информации можно найти в технических работах Норберта Винера, Алана Тьюринга, Уильяма Эшби, Клода Шеннона, Уоррена Уивера, работающих над вычислительной техникой теории информации еще в начале 1950-х годов. Плюс была проделана важная работа в области информации и коммуникации Грегори Бейтсоном и его коллегами. Более поздний вклад в философию информации внесли Фред Дрецкер, Джон Барвайс, Брайан Кантуэлл Смит и другие. Центр изучения языка информации был основан при Стэнфордском университете в 1983 году философами, специалистами по информатике, лингвистами и психологами. Совсем недавно философия информации стала известна как философия информации. Выражение было введено в обиход в 1990-х годах Лучано Флориди, который много публиковался в этой сфере с намерением разработать единую, последовательную концептуальную основу для всего раздела. Привет! Я продолжаю говорить о философии информации, это вторая и последняя часть. Понятие информация было определено несколькими теоретиками. Теория информации Чарльза Сандерса Пирса была включена в его более широкую теорию символической коммуникации, которую он назвал семиотической, которая в настоящее время является основной частью семиотики. По мнению Пирса, информация объединяет аспекты знаков и выражений, отдельно охватываемые понятиями обозначения и расширения с одной стороны и коннотации и пониманием с другой. Клод Шеннон очень осторожно относился к слову «информация». Он считал, что различные авторы теории информации придавали разные значения. Вполне вероятно, что, по крайней мере, некоторые из них окажутся достаточно полезными в определенных областях применения, чтобы заслужить дальнейшее изучение и постоянное
признания. Но вряд ли следует ожидать, что единая концепция информации удовлетворительно объяснит многочисленные возможные области применения этой общей области. Уивер поддержал трехсторонний анализ информации с точки зрения технических проблем, касающихся количественной оценки информации, семантических проблем, связанных со значением истины, и влиятельных проблем, касающихся воздействия и эффективности информации. Грегори Бейтсон определил информацию как различие, которое имеет значение. Согласно Лучано Флориди, 4 вида взаимосовместимых явлений обычно называют информацией. Информация о чем-либо, например, расписание поездов. Информация как нечто, например, ДНК или отпечатки пальцев. Информация для чего-либо, например, алгоритмы или инструкции. Информация в чем-либо, например, в шаблоне или ограничении. Слово «информация» обычно используется настолько метафорически или настолько абстрактно, что его значение остается неясным. Недавние творческие достижения, усилия в области вычислительной техники, такие как семантическая паутина, разработка онтологии, инженерия знаний и современный искусственный интеллект, предоставляют философии плодотворные идеи, новые развивающиеся предметные области, методологии и модели для философских исследований. В то время как информатика приносит новые возможности и вызовы в традиционные философские исследования, изменяет способы понимания философами основополагающих концепций философии, дальнейший значительный прогресс в информатике будет возможен только тогда, когда философия обеспечит прочные основы для таких областей, как биоинформатика, разработка программного обеспечения, инженерия знаний и онтологии. Классические темы философии, а именно разум, сознание, опыт, рассуждение, знание, истина, мораль и креативность, быстро становятся общими проблемами и объектами исследований в области компьютерных наук. По словам Лучано Флориди, можно придумать несколько способов применения вычислительных методов к философским вопросам. Концептуальные эксперименты, инновационное продолжение древней традиции мысленного эксперимента. В философии появилась тенденция применять схемы компьютерного моделирования к вопросам логики, эпистемологии, философии науки, философии биологии, философии сознания и так далее. Панкомпьютационализм с этой точки зрения вычислительные информационные концепции считаются настолько мощными, что при правильном уровне абстракции все в мире может быть смоделировано и представлено в виде вычислительной системы, и любой процесс может быть смоделирован вычислительно. Однако тогда встает трудная задача дать достоверные ответы на следующие два вопроса. Как можно избежать стирания всех различий между системами? Что означало бы для исследуемой системы не быть информационной системой или вычислительной системой, если вычисление это то же самое, что обработка информации? Философы, мыслители проводят философские исследования социальных и культурных аспектов информации, передаваемой электронным способом.